У микрофона, как обычно, я Лайнес. Это тот самый масштабный ролик, о котором я вам говорил. Сегодня в 24-й серии Пути ютубера вместе с вами мы поработаем на такой работе, как крупье. Кто новенький на канале или не знает, у меня есть 10 основных целей, которые я должен выполнить на пути ютубера, и тогда этот путь закончится. Они у вас перед экраном, можете остановить, почитать. Все, друзья, не смею вас задерживать, только попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну и все. Кто кушает, приятного аппетита, а мы приступаем к видеоролику. Поехали! В прошлой серии, кто ее не смотрел, можете перейти по подсказочке, мы не продали Форт Торино, поэтому давайте его в год сольем, потому что я его все равно получил бесплатно. Ехал, никого не трогаю, находку водолаза и увидел краем глаза в вип-чате набор на менеджера в казино. И мы, конечно же, такую возможность заработать не упускаем. Все. Нам предлагают стать охранником, это просто имба, теперь мы крупье. Да. Я сейчас трусы вообще сниму нахуй. Сразу же незамедлительно бежим занимать столик, посмотрим же, сколько мы будем лутать на работе крупье. Мне кажется, тут все столики будут заняты. Ну ничего страшного, если что, подождем. Пока все столики заняты, давайте посидим. Я хотел с вами серьезно поговорить. Почему вы не смотрите и не пишете комментарии под моими видеороликами? Последние 4 ролика вообще не набирают. Максимум 3 просмотра на них. Давайте, друзья, исправляем положение. Вчера так и никто не освободил мне столик, говорят, долго-долго. Сегодня мы рано утром залетаем в казино, переодеваемся и бежим занимать столики, чтобы ближе к активу залутать большое количество бабла. Очень огромный минус того, что я зашел так рано, то, что меня сейчас будут все просить ставить маленькие ставки, потому что здесь сейчас одни бомжики да новички. Поэтому надо прожить до 12 часов, и тогда уже я буду лутать очень большие ставки. Так как сейчас одни бомжики да новички, давайте мою первую ставку на крупье мы поставим 20 тысяч. Посмотрим, сколько же мы залутаем и сколько мы будем лутать с последующих ставок на крупье. Меня просили запустить в 3, но никого не было, и мы запускаем в 2 и посмотрим, кто залутает и сколько я получу. 200 рублей со ставки в 20 тысяч. Залутал ее мармеладка, но плюс это сейчас еще не актив. Когда будет актив, будет другое дело. Много тик-таков спустя. Наконец-то, спустя, наверное, часа 2-3 залетело много игроков, и мы теперь играем 4 в 5 по миллиону. И лутаем с каждой ставочки порядка 10 тысяч и выше. Это просто офигительный заработок для начинающих игроков, да также и для уже успешных, потому что вы можете просто делать состояние на этой работе. Мы сейчас ставим ставочки, также я пишу чай, но мне его никто не дает, так всегда. Только дают игроки, у которых ставочки маленькие, а вот которые играют на миллион, они все жмоты, но не всегда. Есть игроки, но это просто редкость. Чтобы видеоролик не получился слишком большой, запоминаем наш балик, это 54 миллиона. Давайте посмотрим, сколько я заработаю за 30 и за час работы на крупье. Ема, мне первый раз дали чай на работе крупье, просто, Егор, от души тебе. Спустя 5 минут, всего лишь 5 минут мы уже заработали 500 тысяч. Вы понимаете, это какой дикий заработок можно делать на работе крупье. Еще спустя 5 минут мы имеем уже заработок почти 700 тысяч рублей. За 10 минут мы просто заработали 700 тысяч рублей. Еман, на какой работе можно еще так подняться? Ну и спустя час работы на крупье мы зарабатываем 56 миллионов на свой баланс. Получается, за час работы крупье в среднем без чая можно заработать до 2 миллионов рублей без чая. Но если вам будут кидать чай, можно сделать и спокойно 3 миллиона рублей за час на этой работе. Я еще немного поработал крупье, заработал 1 200 000, потому что крупье, но перекуп по расписанию. Поэтому я решил себе просто для себя взять багажник слишком большой. Это газельку.
Она на гидре пневме, и он ее продает за 2,1. Ну, мы попытаемся его торгануть, если нас этот вариант устроит. Опа-на, гидра у нас реально есть, а пневма тоже есть, и по прошивкам у нас только спорт. Ну, интересный вариант чисто для склада. Также у продавца я узнал, что багажник газельки на 2000 килограмм. Это просто сногсшибательно. С продавцом газельки у нас ничего не получилось. Он сказал 2,1 край, я хотел за 1,8. Тут мы нашли Ford Crown Victoria за 1,4 игрок хочет. Давайте ему предложим 1,350 и попробуем продать этот Ford Crown Victoria подороже. И интересно, сколько же мы получим окупа с данного автомобиля, так как только недавно игроки начали его получать из Black Pass. О, прилетело нам предложение от Михи на Ford Crown Victoria за 1,350. Прошивки нету, номерного знака тоже нету. Все, подтверждаем. 1 350 000 улетают с нашего баланса. Спасибо тебе за Ford Crown Victoria. Я сейчас просто сижу в таком в***хуе. Я только ее купил, и ко мне подбегает челик и говорит: 3 миллиона забираю прямо сейчас. Вы понимаете, мы ее купили за 1 350 000. И это чистыми мы сейчас получаем окуп в 1 700 000. Что-то там с копейками тысяч. Просто за 5 минут. Также по традиции не обходится наш видеоролик без камеров, которые говорят, что давай через обмен, у меня нету слотов и вам платят 390 000. Челик, ты думаешь, я слепой и ты меня заскамишь? Плюс ты еще 17 уровень. Ну просто удачи тебе в бане, боги. 17 уровень отлетаешь. Была бы у меня админка, я бы тебя уже бы откинул. Сказочный долбоеб. Пока у нас не получается продать Bugatti Atlantic, прикупаем себе еще машину на перекуп. Это Dodge Charger SRT без клиренса и страбов. У меня есть такой же Dodge Charger, только на клиренсе и страбах. И его рынок оценивается в районе 5-5,5 миллионов. И это очень выгодное предложение нам на перекупчик. Все подтверждаем, и теперь эта машина у нас на перекупе. Мы немножко поработали на перекупе, поэтому можно вернуться на работу крупье. И теперь будем зарабатывать здесь и ставить маленькие ставки, так как мы стоим не на первых столах, а на вторых. И здесь актива нету по миллиону, так как игроки играют обычно по миллиону на первых столах. Ну, здесь мы будем ставить ставочки маленькие для игроков. Заработал я порядка 2 миллионов на крупье и ливнул. Потом зашел опять в экрашу и начал выполнять задания. И забираем мы машину Ford Crown Victoria. И сейчас поедем ее продавать по хорошему прайсу. Просто какая-то реально сногсшибательная машина. Она мне безумно нравится. Жаль, что мигалки работают только когда у тебя включены стробоскопы. Вот это самый большой минус этой машины. А так это просто 10 из 10 по внешке. С игроком мы договорились, что он купит этот автомобиль у меня за 3 100 000, но так как у этого автомобиля госка не 1,2, а миллион, получается максимальная продажа 3 миллиона. Он согласился на обмен, то что я его кину, не он кинет, а я. И мы все подтверждаем и проверяем, и посмотрим, согласится ли. И он соглашается. Респект тебе, то что ты оказался не с камерой. Также можете посмотреть, какие гениальные игроки у нас на БУ рынке. Мы уже договорились за 4,3, что он покупает данный Dodge, и он просто берет и убегает. Просто какие гениальные игроки на сервере Yellow. После того, как мы посмотрели, какие гениальные игроки, я залетел в казик, и мне сотка просто так накинул 100 000 на чай. От души тебе, удачи тебе по жизни, знай, ты лучший просто. Еще один игрок мне накидывает чай, Рамзик. Тебе тоже огромное спасибо и удачи по жизни. Знаете, если я вас не ставил видеоролик, но вы кидали мне чай, вы просто лучшие. Еще один игрок решил накинуть мне чай, то что я ставлю их ставки и разговариваю с ними. Спасибо тебе, Ярик, за 56 000. Следы от трой суду мы на снегу. Я перестал думать про бабки на счету.